Один маленький секрет, и эти котлеты из кабачков полюбит даже ваш муж. Эти кабачковые котлеты настолько вкусные, что вы забудете о мясе. И для этого простого рецепта мне понадобится один кабачок весом примерно 700 грамм. Также мне понадобится обычная терка. Я беру кабачок и тру его на крупной терке. Для этого рецепта идеально подойдет молодой кабачок с тонкой кожицей. Но если вдруг у вас кабачок с уже грубой кожицей, просто срежьте кожуру и также можете натереть его на терке. Главное, чтобы семена в кабачке не были слишком крупными. Если семена в кабачке присутствуют, то вы просто можете их удалить и натереть кабачковую мякоть. Я перекладываю кабачки в миску или в дуршлаг. Нам нужно будет их посолить и оставить минут на 10-15. Соль вытянет из кабачков сок, и их легко можно будет отжать. Это нужно для того, чтобы котлеты хорошо держали форму при жарке и не разваливались. Я добавила соль и вот так вилочкой перемешиваю кабачки. Теперь просто отставлю их в сторону. На кухонном столе постоят, пока мы с вами приготовим остальные ингредиенты. На мелкой терке натираю одну морковку. Это не самая мелкая терка, не как для драников, а такая чуть покрупнее. Благодаря моркови котлеты получатся очень красивого, такого золотистого цвета, а также она придаст сочность и небольшую сладость котлетам. Наши котлеты получатся не только вкусными, но еще и очень полезными. Натертую морковь отправляем в миску. Миску возьмите побольше, чтобы туда поместились все ингредиенты для котлет. Кабачки уже постояли и пустили сок. Теперь хорошенько отжимаем сок из кабачковой мякоти. Вот так при помощи рук. Выходит достаточно много кабачкового сока. Он очень полезный, можете не выливать его, а добавьте в суп или в какие-то вторые блюда, которые будете готовить. Добавляем отжатые кабачки в миску к моркови. Посмотрите, какие сочные кабачки у нас. Котлеты получатся с великолепным вкусом, очень-очень нежные. Разбиваю кабачкам 2 яйца. И хорошенько перемешиваю кабачки с морковкой и яйцами. Друзья, обязательно приготовьте эти котлеты на ужин, и вы увидите, что кабачки могут быть не менее сытными и вкусными, чем мясо. Беру небольшой кусочек сыра, грамм 70-100, и тру сыр на крупной терке. Благодаря сыру котлеты получатся еще более нежными, вкусными и будут просто таять во рту. Обязательно попробуйте, друзья, этот рецепт. И, конечно, не забывайте делиться с друзьями. Мне будет очень приятно, и я уверена, что ваши близкие будут вам благодарны за вкусные, простые, быстрые рецепты. Добавляю сыр в наше кабачковое тесто. И сюда так и просится какая-нибудь зелень. Зелень может быть абсолютно любая. Я беру петрушку, но вы также можете использовать укроп. С укропом получится очень-очень нежно, а с петрушкой немного пикантно. Но в любом случае очень вкусно получится с любой зеленью. Все варианты будут хороши. Я хорошенько измельчаю петрушку и отправляю в тесто. Также на крупной терке натираю одну картофелину.
Благодаря картошке котлеты получатся не только вкусными, но еще и очень сытными и полезными. Идеальный вариант для легкого ужина. А также, как вы видите, все продукты для рецепта очень простые, доступные. Вы найдете их в ближайшем магазине. И, конечно, я бы назвала этот рецепт очень экономным, но несмотря на свою недорогую стоимость, он получается достойным. Я уверена, что ваша семья его оценит. Натертую картошку отправляю в миску к нашим кабачкам, моркови и остальным овощам. Хочется придать котлетам яркий вкус, поэтому я натираю сюда зубчик чеснока. Вы можете пропустить чеснок через чесноковыжималку или так же, как я, натереть его на мелкой терке, как вам удобнее. Обязательно добавляем специи, чтобы котлеты получились действительно вкусными, с ярким насыщенным вкусом. По вкусу добавляю черный молотый перец. Здесь у меня сушеные травы, можно взять укроп, петрушку, базилик и немного паприки. И еще маленький секретик, вы можете добавить сюда приправы для мяса или для курицы. В общем, какую приправу добавите, с таким вкусом получатся у вас котлеты. Теперь все хорошо перемешиваем до однородности. Это блюдо из кабачков не только вкусное, но и очень экономное. Вы удивитесь, насколько просто и быстро можно приготовить что-то действительно особенное на ужин из обычных кабачков. И еще один секретный ингредиент – это овсяные хлопья. Добавляю 4 столовых ложки овсяных хлопьев. Именно овсянка сделает котлеты супер сытными, так что вы действительно легко обойдетесь на ужин без всякого мяса. И также овсянка прекрасно впитывает вкусы специй, поэтому смело экспериментируйте, добавляйте разные приправы, и каждый раз вы будете получать разные вкусы у ваших котлет. Все хорошо перемешиваю и оставляем буквально на 10-15 минут. Овсяные хлопья заберут в себя оставшуюся влагу из кабачков, и котлеты будут прекрасно держать форму, поэтому муку мы в тесто не добавляем. Но для панировки мы будем использовать муку. Я насыпаю 2-3 столовых ложки в тарелку, и для того, чтобы котлетки хорошо лепились и держали форму, мы смазываем руки растительным маслом. Набираем небольшое количество кабачковой смеси и формируем вот такие вот симпатичные котлетки. Я делаю котлетки удлиненной формы в виде вот таких вот колбасок. Посмотрите, вот такая красота получается. Обваливаем каждую котлетку в муке. Вместо муки вы можете использовать панировочные сухари по вашему желанию. Также, если хотите, можете использовать яйца, то есть обмакнуть каждую котлетку в яйце взбитом, можно добавить туда молока и точно так же обвалять в муке или в панировочных сухарях. Все делается очень быстро, просто и легко. Буквально за 15-20 минут вы приготовите эти вкусные котлеты на ужин. Вот такая красота! Панируем еще одну котлетку, обваливаем ее в муке. Лишнюю муку стряхните, чтобы во время жарки котлетки не горели. И таким образом я подготовила уже все котлетки, обваливаю их в муке и выкладываю на подготовленную досочку. Из этого количества теста у меня получилось ровно 9 вот таких вот симпатичных котлеток из кабачков. Ставлю разогреваться сковороду с растительным маслом. Как только масло хорошо разогреется, аккуратно выкладываю котлеты. Жарим котлеты на среднем огне по 3-4 минутки с каждой стороны. Котлетки жарятся очень быстро, поэтому далеко не отходим. Ну а я пока предлагаю быстро приготовить вкусный сметанный соус. Я кладу 2 столовых ложки сметаны в миску. Можете взять 1 столовую ложку сметаны и 1 майонеза. И выдавливаю сюда же зубчик чеснока.
Небольшой пучок укропа нарезаю можно при помощи ножниц или порубите ножом и приправляю солью и черным молотым перцем. Также вы можете натереть сюда один небольшой огурчик, получится очень такой свежий, освежающий, приятный соус. Посмотрите, вкуснятина необыкновенная и готовится очень быстро. И это самый вкусный соус для кабачков. Посмотрите, наши котлетки уже подрумянились с одной стороны. Аккуратно их переворачиваем и обжариваем с другой стороны, тоже до красивой золотистой румяной корочки. Видите, как они хорошо держат форму, не разваливаются на сковороде и очень быстро готовятся. Вкуснятина необыкновенная, запах стоит просто потрясающий. И котлетки выглядят как мясные, так и хочется уже скорее попробовать такую аппетитную котлетку. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, я рада каждому из вас. Буду очень рада, если вы поделитесь в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Мне очень интересно, насколько далеко путешествуют мои рецепты по всему миру. Выкладываю готовые котлеты на тарелку, можете выложить их на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла, хотя котлеты не вбирают в себя слишком много лишнего масла. Вкушаем их с соусом, посмотрите, вот такая вкуснятина получается, все отлично пропеклось, прожарилось. Готовьте на здоровье, делитесь рецептом с друзьями, а я желаю вам приятного аппетита. Пока-пока и скоро увидимся!